сформулировали теорему Кантора о том, что функция непрерывная на сегменте является равномерно непрерывной на сегменте. Осталось нам ее доказать. Значит, f действует из А, Б, В непрерывно на А, Б, тогда f равномерно непрерывно на А, Б. И именно в силу равномерной непрерывности нам и удалось доказать все те замечательные свойства непрерывных функций на отрезке, да, которые мы уже рассмотрели. Что мы хотим доказать? Вот давайте вспомним определение равномерной непрерывности. Для любого эпсилон большего равномера найдется одно единственное дельта, да, общее, такое, что для всех x', x2 штриха, принадлежащих АБ, любые можем брать иксы. Единственное, что мы требуем, чтобы x' минус x2 штриха было меньше дельта. Из этого следует, что f от x' минус f от x2 штриха будет меньше эпсилон. Значит, вот, для любых иксов из того, что иксы близки, обязательно следует, что близки и их образы. Докажем мы этот факт от противного. Мы уже от противного доказывали отсутствие равномерной непрерывности для одной такой специальной функции, да, нехорошей, на интервале определенном. Ну, а сейчас мы этот же прием используем для доказательства теоремы. Значит, от противного. Предположим, что функция не является равномерно непрерывной, и попытаемся получить противоречие. Что означает, что функция не является равномерно непрерывной? Запишу. Найдется такое эпсилон, что для любого дельта найдутся такие x', x2 из нашего сегмента, такие, что они будут близки, и тем не менее f от x минус f от x2 штриха будет больше или равно x. Они будут близки, а их образы будут не близки. Да? Не близки. Для некоторого положительного x. Вот из этого мы должны получить противоречие. Выберем эпсилон. То есть, как выберем? Существует такое эпсилон, да? Ну вот, существует оно. Возьмем его. А вот дельта можем выбирать, как мы хотим. И дельта мы будем выбирать, как и раньше, стремящимся к нулю. То есть выберем дельта равно единичке. Выберем дельта равно 1/2. Выберем дельта равно 1/3 и так далее. Мы можем выбирать их неограниченно стремящимися к нулю, потому что для любого дельта большего нуля это выполняется. Короче говоря, мы будем выбирать дельта равная единичке на n для всех натуральных n. И вот для любого такого дельта существует такая пара иксов. И, естественно, x там будет индексами, равными n. Вот тут существует x1, x2, ой, не 2, 1. Из нашего сегмента АБ такие, что x1 штрих минус x1 2 штриха меньше дельта, и при этом f от x1 штрих минус f от x1 2 штриха больше или равно x. Ну, не хочу я это писать для всех индексов, обязательно буду тут ошибаться с этими индексами, я напишу только для n, то есть общий случай. Вот когда мы берем дельта равно единичке на n, мы получаем
xn штрих, xn2 штриха из сегмента, такие, что x, кстати, тут я до этого мог не писать, мог писать единичку, да? А вот тут я напишу xn штрих минус xn2 штриха меньше единички на n, меньше дельта, да? И тем не менее, f от xn штрих минус f от xn2 штриха больше или равно эпсилон. Вот я построил такие две последовательности. xn штрих и xn2 штриха. Значит, xn штрих ограниченная. Ограниченная, потому что все ее элементы лежат на сегменте АБ. Из любой ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность. На прошлой лекции мы этим много раз пользовались. Существует последовательность y k штрих равная xn k штрих, n1 меньше n2 меньше и так далее, меньше k и так далее, подпоследовательность. Такая, что она сходится. y k штрих стремится к какой-то точке c, когда k стремится к бесконечности. Вот тут давайте существует, напишем. Существует такая подпоследовательность, которая имеет предел. Ну и c, разумеется, обязана тоже лежать до сегмента. Вот это вот принципиально важно. Именно благодаря этому мы сможем получить противоречие, если функция определена на сегменте. Но никакого противоречия мы не получим, если предположим, что функция определена на интервале. c принадлежит тому множеству, на котором функция непрерывна. Ну, это первый факт. Это первый факт. Теперь надо нам заняться второй последовательностью. xn2 штриха. Из нее, конечно, тоже можно извлечь сходящуюся подпоследовательность, но я хочу другое. Я хочу не просто извлечь сходящуюся подпоследовательность с какими-то другими индексами, которые неизвестно куда сходятся. Я хочу показать, что если мы возьмем те же индексы, что и для подпоследовательности y', вот эти nk, если мы возьмем те же самые индексы и рассмотрим подпоследовательность xn2 штриха с теми же самыми индексами, то она не просто будет сходящаяся, а еще вдобавок она будет сходиться к тому же числу c. Значит, для x2 штриха мы никакую теорему Варцана-Вейерштрасса не применяем. Мы просто говорим, пусть y2 штриха k это есть x2 штриха nk. nk те же самые. Мы ничего нового здесь не вводим. Мы просто рассматриваем подпоследовательность вот нашей последовательности x2 штриха с теми же самыми индексами. И вот я утверждаю, что y k2 штриха тоже стремится к c. Когда k стремится к бесконечности. Почему? Давайте посмотрим почему. Значит, y k2 штриха это есть x nk 2 штриха. И я сделаю вот что. Я прибавлю и отниму xnk штрих. Ничего от этого не изменится. xnk 2 штриха минус xnk штрих плюс xnk штрих. Ну, согласитесь, ничего не поменялось. Да? Ничего не поменялось. Так.
Это разность. Чем оценивается? Оценивается единичкой, деленная на nk. Согласны? Точность единичка, деленная на nk. Ну, по модулю. Да? Давайте мы, наверное, модуль напишем для наглядности. YK 2 штриха меньше или равно xnk минус xnk штрих 2 штриха оценивается единичкой на nk плюс модуль xnk. Так, знаете что? Вот я только одну вещь сделал неправильно. Надо было мне тут немножко по-другому сделать. Минус c рассмотреть. Ну, знаете что, давайте мы, наверное, все это еще раз перепишем в виде одной цепочки. YNK 2 штриха минус c. Сразу модуль напишем. Это есть xnk 2 штриха минус xnk штрих плюс xnk штрих минус c. Вот так. Вот отсюда как раз все будет сразу следовать. Я пока ничего не изменил, да, я добавил и вычел. Одно и то же решил. А вот теперь я это разбиваю на сумму двух модулей. xnk 2 штриха минус xnk штрих плюс xnk штрих минус c. Так. Эта величина оценивается единичкой на nk. А эта величина, что можно сказать о ней? Меня интересует, что происходит, когда k стремится к бесконечности. Когда k стремится к бесконечности, nk стремится к бесконечности, поэтому все это стремится к нулю. Но это что же стремится к нулю? Потому что у нас по условию y k штрих стремится к c, а y k штрих это как раз x n k штрих. Значит, это тоже стремится к нулю. И вот мы видим, что мы оцениваем эту разность двумя слагаемыми, и каждый из этих слагаемых стремится к нулю, когда k стремится к бесконечности. Это потому, что мы так построили последовательности x штрих и x2 штриха. Разность элементов этих последовательностей с одним и тем же индексом меньше, чем единичка, деленная на индекс. Только y k. Да, это вы правы. Тут просто y k, а вот тут уже будет x k и все остальное. Да. А там строго будет один поделить на n? Строго. Строго не равно. Строго не равно. О, это, конечно, серьезно. Строгое, не строгое, конечно, все равно будет стремиться к нулю. Ну хорошо, да, это я тоже согласен. Так что, вот, мы доказали, что если взять подпоследовательность для x2 штриха с теми же индексами, то такая подпоследовательность тоже будет сходящаяся, причем к тому же самому c. К тому же самому c. И это практически все, что нам нужно. Ну, это я уже могу стереть. Так. Функция f непрерывна в точке c, потому что она непрерывна на сегменте. Это означает, что предел f от x, когда x стремится к c, равняется f от c. А теперь давайте рассмотрим последовательность f от y штрих k. Что мы о ней знаем? Мы знаем, что y штрих k стремится к c, когда k стремится к бесконечности. Значит, по критерию существования предела функции в терминах предела последовательности обязательно необходимо, чтобы вот это стремилось к f от c, когда k стремится к бесконечности.
Если последовательность сходится к c, а в точке c функция имеет предел, то последовательность f от вот этой исходной последовательности стремится к значению. Ну, стремится к f от предела, но у нас этот предел равен значению функции точки. Но то же самое справедливо и для y2 штриха. Y2 штриха тоже стремится к c. И поэтому f от y2 штриха k тоже стремится к f от c, когда k стремится к бесконечности. Ну и как же мы на этом пути получим противоречие? То, что она больше. Ну вот, смотрите. Вот теперь давайте я получу противоречие. Вот откуда я это противоречие получу. Для любого индекса n разность f от x' и f от x2' штриха больше или равна эпсилон. Больше или равна эпсилон. Значит, это справедливо и для всех тех индексов, которые входят в нашу подпоследовательность. Перепишу это. f от xnk штрих минус f от xnk 2 штриха больше или равно эпсилон. То есть, что то же самое. f от y штрих k минус f от y2 штриха k больше или равно эпсилон. Я имею неравенство. В этом неравенстве я перейду к пределу. K стремится к бесконечности. Почему я имею право перейти? Ну, потому что существуют пределы слева и справа. А это, как мы только что выяснили, стремится к c. Это тоже стремится к c. Разность c обращается в ноль. А при переходе к пределу неравенства, неравенство сохраняется. И мы получили в пределе 0 больше или равняется эпсилон. А в самом начале мы считали, что эпсилон больше нуля. Есть противоречие? Это как раз и есть противоречие. Эпсилон не может быть одновременно больше нуля и меньше или равно. Вот полученное противоречие показывает, что наше предположение о том, что функция не является равномерно непрерывной, неверно. Так, что еще мне пояснить, пока еще все это записано на доске? Да. Функция последовательности стремится к f от c. Да, это вы правы. Это вы правы. Можно спросить, вот, почему x'(n) будет органичной последовательностью? Потому что все x'(n) принадлежат сегменту АВ. Правильно? Так. Примерно через полгода мы к этой теореме еще вернемся. Будем рассматривать функции многих перемен. И там тоже будет понятие непрерывности, понятие равномерной непрерывности, и будет аналог теоремы Канта. Так что вот через полгодика мы вспомним и эти понятия, и то, как это факты доказываются. Практика? Ну, кто-то будет, кто-то нет, как обычно. Ну, если вопросов нет, тогда, значит, пытайтесь это понять, разобраться с этим. Мы закончили тему равномерной непрерывности, но продолжим тему просто непрерывности. Вот мы очень тщательно изучали поведение функции в тех точках, в которых она непрерывна. Теперь давайте рассмотрим,
что можно сказать о тех точках, в которых функция не является непрерывной? Заголовок будет такой. Точки разрыва. Точки разрыва. Точки разрыва. Рассмотрим функцию f, определенную на множестве e. Это определение. И пусть x0 какая-то точка из e. Какая-то точка, в которой функция определена. x0 называется точкой разрыва. Если f не является непрерывной в этой точке. Если f от x не является непрерывной точки x. Такое вот отрицательное определение. Да? Не является непрерывной, значит это точка разрыва. Иными словами, все точки в области определения могут быть либо точками непрерывности, либо точками разрыва. Ничего другого не может. Мы знаем, что если точка является изолированной точкой E, то в ней функция обязательно непрерывна. Это не интересный случай, но все-таки надо его отметить. Так как в любой изолированной точке x0, принадлежащей E, f непрерывна. Давайте не будем писать x0. В любой изолированной точке x0 f непрерывна. Следовательно, если x0 точка разрыва, то x0 чем является относительно множества e? Предельная точка. Обязательно предельная точка e. Если x0 изолированная, то в ней не может функция не быть непрерывной. Значит, любая точка разрыва это обязательно предельная точка. Хорошо. Если это предельная точка, давайте вспомним, для предельных точек чему равносильно определение непрерывности? Я где-нибудь тут сбоку напишу. F непрерывно в предельной точке x0. Это означает, что предел f от x, когда x стремится к x0, равняется f от x0. Вот это как раз случай непрерывности. Значит, вот нарушается этот факт. И тогда эта точка будет точкой разрыва. Как он может нарушаться? Видите, для точек непрерывности классификация невозможна. Непрерывные и все. Да? А вот для точек разрыва возможна классификация. То есть бывает одного вида точки разрыва, другого, третьего. И вот сейчас мы такую классификацию введем. Даже можно написать подпункт классификация точек разрыва. Классификация точек разрыва. Мы просто будем все худшие и худшие способы, вернее, худшие и худшие ситуации, когда это нарушается, перебирать и будем получать различные виды точек разрыва. Первая ситуация. Ну вот, условие непрерывности может нарушаться, например, в случае, когда предел есть, но не равен значению. Да? То есть функция имеет предел, но предел отличается от значения в данной точке. Не равен значению в этой точке. Это самый такой хороший случай, вот, потому что функция себя ведет хорошо, но только вот в одной точке она как-то себя не очень хорошо ведет, а в окрестности нормально. Да? Если существует предел f от x, когда x стремится к x0, но этот предел
не равняется значению в этой точке, то x0 называется точкой устранимого разрыва. Точка устранимого разрыва. Точка устранимого разрыва. Пример. Пример такой. Вот мы знаем, что предел такого отношения в нуле равняется чему? Единице. Разумеется, если я просто определю функцию для всех иксов по этой формуле, кроме нуля, то говорить о том, что в нуле эта функция имеет разрыв, я не могу. Потому что если я только ее так определю, то это означает, что 0 просто не входит в область определения. Да? Вот можно сказать, что эта функция является непрерывной на всей своей области определения. Но я же могу доопределить ее в нуле. Как угодно причем могу определить. Вот так. Вот теперь я определил функцию уже на всей числовой оси. Но, видите, в нуле она не является непрерывной. Потому что если мы посчитаем предел при стремлении к нулю, мы получим единицу. А мы задали значение равное нулю. Если картинку нарисовать, то это будет что-то в таком духе. Вот как-то вот так график этой функции выглядит. А вот в нуле эта функция равняется нулю. Да? Вот. Красиво. Да? Ну, не знаю. Вот происходит разрыв. И почему эта точка 0 называется точкой устранимого разрыва? Потому что ликвидировать этот разрыв можно, изменив функцию в одной единственной точке. Если мы вместо этой функции определим функцию, скажем, f с волной вот так, изменив только в одной точке поведения, то она станет непрерывной. В этом случае ее график будет непрерывный. Вот это точка устранимого разрыва. Это точка устранимого разрыва. То есть разрыв есть, но его очень легко исправить. Вторая ситуация. Значит, мы вначале рассмотрели случай, когда предел есть, просто он не равняется значению функции в этой точке. Ну, все другие неприятные случаи должны быть связаны с тем, что предела нет вообще. Но здесь тоже могут быть разные ситуации. Сейчас мы будем говорить про односторонние пределы, вспомним, что это такое. И вот мы будем предполагать, что x0 это внутренняя точка. Что означает внутренняя? Если ввести вот такое множество, все x из e, которые меньше x0, и если ввести вот такое множество, все x из e, которые больше x0, да, то свойство внутренности, тот факт, что x0 внутренняя точка, просто означает, что x0 является предельной точкой и e плюс x0 и e минус x0. И того, и другого. Я в дальнейшем не буду писать x0, я буду просто писать e плюс e минус. Ну, конечно, понятно, что имеется в виду множество, которое лежит слева и справа от точки x0. Просто неохота мне каждый раз тут x0 писать. Если вот это у нас e, да, а вот это x0, то вот это будет e минус, а это будет e плюс. А если где плюс конечное количество точек, то если e плюс конечное количество точек, то Тогда уже не будет предельно e плюс, правда? да, то есть Ну все.
Это уже не внутреннее, это уже нас не интересует. Вот. И мы, если не будем особо оговаривать, будем всегда считать, что точка разрыва является внутренней. Если она внутренняя, то мы можем говорить о пределе в этой точке слева и справа. Так? Ну и мы помним, да, что существование предела функции в точке равносильно чему? Что существуют пределы слева и справа, и они равны. Значит, вот самая такая хорошая ситуация, при которой все-таки предела нет. Это когда пределы слева и справа существуют, но они различны. Вот это как раз вторая наша ситуация. Если существует конечный предел функции f от x, когда x стремится к x0 минус 0, минус 0 означает, что это предел слева, да? Мы к точке подходим только слева. Равный, скажем, а минус. Это число. Бесконечные пределы мы тут не рассматриваем пока. Если существует конечный предел функции f от x, когда x стремится к x0 плюс 0, равное а плюс, тоже значит какое-то число. И при этом а минус не равняется а плюс, значит предела нет, и о непрерывности говорить вообще нельзя, то x0 называется точкой разрыва первого рода. Точка разрыва первого рода. Точка разрыва первого рода. Значит, еще будет, скорее всего, и точка разрыва второго. Да? Пример точки разрыва первого рода. Это функция сигма. Сигнум x. Единичка, если x больше нуля, 0, если x равняется нулю, минус единичка, если x меньше нуля. Это вот классический пример разрыва первого рода. В нуле, конечно. Точка 0 является для функции сигмум точкой разрыва первого рода. Предел слева существует, предел справа существует, но они различные. Один равняется минус единице, в нуле повторяю, в нуле. Причем, каково значение функции нуля уже не важно. Да? Все равно же предела нет, поэтому непрерывная функция будет. Ну и понятно, что это уже нельзя назвать устранимым разрывом. Да? Тут одним значением исправить положение не получится. Как бы вы ни определяли функцию в нуле, все равно в этой точке будет разрыв. Значит, вот точка разрыва первого рода. Когда пределы слева и справа есть, но они различны. Если x0 не является внутренней точкой, если она лежит на границе, то в этом случае определение устранимого разрыва и разрыва первого рода становятся одинаковыми. Да? Потому что если к точке можно подойти только с одной стороны, то, значит, обязательно предел у нее будет, если будет односторонний предел. Да? Но вот если внутренняя точка, уже это будут разные ситуации. Разные ситуации. Ну, а третья ситуация, это, можно сказать так, что любая другая точка разрыва называется точкой разрыва второго рода. Любая другая точка разрыва называется точкой разрыва второго рода. Но это, конечно, можно пояснить.
В каких же случаях точка будет точкой разрыва второго рода? Если хотя бы один из односторонних пределов равняется бесконечности или не существует вовсе. Это можно так и написать. Точка разрыва будет точка разрыва второго рода, если хотя бы один из односторонних пределов является бесконечным или не существует. Или не существует. Точка разрыва будет точка разрыва второго рода, если хотя бы один из односторонних пределов в этой точке, для функции, естественно, является бесконечным или не существует. Вот функция синус единичка, деленная на x. Если мы ее не будем доопределять в нуле, то это будет замечательная непрерывная функция, да? Везде, где она определена. Но стоит нам доопределить ее в нуле, как мы получим разрыв второго рода. Потому что предела этой функции в нуле не существует. Не существует. Мы это доказали, да? Рассматривали две последовательности иксов. Вот это, значит, пример точки разрыва второго рода. Это точка 0 для такой функции. Предела не существует. Причем ни слева, ни справа. А если я синус сотру и рассмотрю такую функцию, да? Опять же, если я не буду доопределять функцию в нуле, то я имею элементарную функцию единичка на x, которая, как мы знаем, непрерывна всюду, где она определена. У нее разрывов нет. У нее просто есть два графика, да? Два графика, которые никак не соприкасаются, и оба эти графика, вот обе части этих графика являются непрерывными линиями. Да? Но стоит мне доопределить эту функцию в нуле, как я получаю разрыв. Да? То есть в этом случае наша функция в нуле определена, поэтому уже мы можем говорить о поведении. О поведении. Ну так, то, что она в нуле не является непрерывной, это очевидно. Какая же непрерывность, да? Но что это за непрерывность? Что это за разрыв, точнее? Конечно, ни о каком устранимом разрыве речи нет, да? И пределов нет ни слева, ни справа. Точнее, не есть, но не бесконечны. Они бесконечны. Вы скажете, а вот что было бы, если бы и слева, и справа была одинаковая бесконечность, да, плюс бесконечность? Тогда это хорошо или все равно? Но все равно это будет разрыв второго рода, потому что хоть они и сближаются, но мы непрерывность всегда определяли как существование конечного предела. Ведь функция не может равняться бесконечности в своей точке, да? Вот. Функция всегда принимает конечное значение. Так что даже если пределы слева и справа одинаковые, но бесконечные, то это разрыв второго рода. Ну вот, такая классификация. Тут особо доказывать нечего, просто мы ее ввели. А что можно, значит, сейчас поизучать, это вот что. Если мы наложим на функцию дополнительные условия, как это скажется на ее точках разрыва? Мы вот какое-то время сейчас позанимаемся монотонными функциями. Значит, пусть f, действующая из e в f, монотонна. Причем даже не строго монотонная, а просто. Не убывающая или не возрастающая. Вот. Я не говорю, что она непрерывна. Она просто монотонная. Да? И пусть x0 это внутренняя точка e
которая является точкой разрыва. Кто не догадался, это я теорему формулирую. Значит, давайте напишем теорему. Да? Точки разрыва монотонной функции. Значит, пусть f монотонная функция, пусть x0 внутренняя точка e, это уже означает, что она предельная, да, раз мы это определили, и x0 является точкой разрыва функции f. Вот что можно сказать о том, какой вид разрыва? Что-то можно сказать? Или эта точка может быть любого из трех видов, которые мы только что перечислили? Мы требуем только то, чтобы функция была монотонной. Все. Но правда еще требуем, чтобы x0 была внутренней точкой. Как вы думаете? Третье невозможно. Да. Почему? Ну хотя почему это не важно. А что можно? Первый. А устранимый может быть? Да. Нет. Монотонность не позволяет устранимости. Так? Потому что если устранимая, тогда у нас монотонности не будет. Так что вот утверждается, что тогда x0 это точка разрыва первого рода. Если бы точка была на границе и была точкой разрыва, в принципе, она могла бы быть устранимой. Да? И даже не в принципе, она всегда была бы устранимой. Потому что на границе у нас свойства устранимого разрыва и разрыва первого рода они совпадают. Поэтому я вот дополнительно потребовал, чтобы x0 было внутри. Так, ну ладно, перемена. Давайте.